Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Надо просто нажать на кнопку и все. Нет баллона с газом — не проблема. Алюминий — вообще не вопрос. Нержавейка — да легко. Хочешь — вари электродами. А хочешь — аргоном, углекислотой, гелием или их смесью. Просто круть. Самый жир. Здравствуйте, друзья. Привет. Как всегда, сразу начнем с интересного. Никаких долгих распаковок. Полуавтоматом варить буду первый раз в жизни, и вы увидите мои первые швы. Да, когда профессиональный сварщик варит, это красиво, а когда первый раз, это интересно. Кто давно смотрит канал, помнит, все начиналось со старой болгарки и дрели, и все. Научиться можно вообще всему, и вместе с вами я учусь и пробую почти все в первый раз. Так, подготовил кучу разного металла, тонкое и толстое железо, нержавейка, алюминий. По-быстрому попробую все. Все только по делу. Сначала без газа. Проволока порошковая. С флюсом 0,8 мм. Это как обычный электрод, только флюс внутри. Электрод наоборот. Всегда хотел попробовать. На аппарате достаточно выбрать тип сварки, нужный металл, его толщину и толщину проволоки. Я прям в предвкушении первых проб. Сначала тонкое железо. Всего 1 мм толщиной. Купил регулируемый затемняющий фильтр для съемки сварки. Сейчас его попробуем. Но что-то пошло не так. Короче, первый блин. Немного неровно, но точно надежно, и все проварилось. Теперь угловое соединение. И снова с фильтром. С фильтром беда. Но я старался. Закажу более темный. Ну, вроде как угловой шов, уже более-менее ничего. Не предел мечтаний, конечно, но уже лучше. Теперь металл 5 мм. Просто выбираю толщину. В режиме синергии дополнительно доступны опции в настройках: регулировка длины дуги, индуктивность и режим 4,2Т. Это сварка при удержании кнопки или сварка при нажатии включения, а при повторном нажатии отключения. Сварка этой проволокой, оказывается, брызгается и образуется немного шлака, как от обычного электрода. Я так понимаю, это от самого флюса в проволоке. Флюсовая проволока дает значительную мобильность, баллон-то таскать не нужно. Швы получились уже заметно качественными. Для первого раза вообще нормальком. Теперь проволока Foxweld. Это обычная проволока, без флюса. Варить буду с подачей углекислого газа. Аппарат в режим СО2. Толщина проволоки и толщина металла. Все готово. Ощущения от сварки совершенно другие. Металл тот же, 1 мм. Даже звук при сварке другой. Сделал несколько швов. Кривенько, конечно. Надо набивать руку, больше тренироваться, и все будет хорошо. Я почти уверен. Тавровое соединение тоже получилось с первого раза. Несколько швов, и на последнем уже весьма прилично вышло. Похоже, во мне скрытый талант сварщика. Очень скрытый. Следующий, та же пятерка, подкорректировал настройки на сварочнике и вперед. Тут вообще другое дело. Сварка мягкая и легкая. Конечно, может, это от того, что начинаю привыкать уже к полуавтомату. Реально прям кайф. Угол тоже вообще без всяких проблем. Действительно, просто нажать на кнопку. Тут я даже щеткой не стал подчищать. Класс. Теперь нержавейка. Но сначала ее где-то надо откопать. Причем в прямом и переносном смысле. Еле нашел один кусочек под снегом. Как олень ягель. Аппарат ставлю в режим нержавейки, но так как я нашел только полумиллиметровую, то ставлю минимальную толщину для этой проволоки и варить буду точками. Проволока, конечно же, тоже по нержавейке. В принципе, ничего от прошлого раза не отличается. Пробовал с углекислотой и пробовал с аргоном. По-моему, отличий на первый взгляд никаких нет.
Варить не просто для меня, все же это полмиллиметра. Тоже немножко кривенько. Более толстой нержавейки, к сожалению, так я и не смог найти. Соединение в угол тоже получилось. Уже осмелел и варил без отрыва, но все равно нужны тренировки. Время подошло к десерту. Алюминий. Проволока алюминиевая, тоже 0,8 мм. Кабель-канал для нее немного другой, он тефлоновый. Наконечник и ролик тоже под алюминий. Наконечник чуть шире для этой проволоки, а ролик с своеобразной канавкой, чтобы не деформировать проволоку. Вообще для алюминия нужна специальная горелка Pullgun. И для этого есть даже переключатель под крышкой. У меня ее пока нет, но постараюсь найти и показать вам позже. Она позволяет минимизировать деформацию проволоки, но и без нее тоже заботливо предусмотрена возможность сварки алюминия. Алюминий толщиной всего 1 мм. Тонкий металл вообще трудно мне поддается, тем более с непривычки полуавтоматом. Последний угловой шовчик уже хорошо получился, достаточно аккуратно. Толстый алюминий надо сначала добыть. Главный инструмент в руки и на мороз. Все тот же лист алюминия, который подарил мне сосед. Несколько взмахов этого меча и тестовый алюминий у меня уже в руках. Пойдем на верстак. Выставил толщину, открыл аргон и началось. Если честно, очень понравилось. Быстро, легко, удобно и очень качественно. И это действительно прям первые швы по алюминию полуавтоматом. Пробежался чуть щеткой, и вот она, эта алюминиевая красота. Посмотрите. У аппарата очень простые настройки. В режиме MIG-MAG плавная регулировка скорости подачи проволоки и напряжения. Также подстройка длины дуги и подстройка индуктивности. В режиме MMA сварки электродами ток от 10 до 220 ампер с регулировкой горячего старта, форсажа дуги и функции ВРД. Это защита от поражения током. В режиме ТИК аргонно-дуговой сварки все аскетично. Ток также от 10 до 220 ампер, ничего лишнего. ТИК, Синергия, MIG-MAG, MMA – все есть. Буду пользоваться им, набираться опыта и радовать вас новыми необычными проектами. Где взял эту мечту? Ссылку оставлю в описании под видео. Ребята, старался уложиться покороче. Кому понравилось, лайкос, подписка, колокольчик. Спасибо большое за ваши комменты. Всегда читаю, стараюсь отвечать. Здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. Скоро увидимся, друзья. Пока-пока.